Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. На горизонте бывшая. С чем же она пожалует? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Не забывайте писать комментарии, да, побольше для продвижения канала. Обожаю читать ваши комментарии. Что я только не читаю, ребят, вы мне так поднимаете настроение, вообще супер, боже, мне уже и замуж 100 раз предложили, что мне уже только вы не предлагали, и в кино сходить, боже, только детей еще не предлагали. Спасибо вам большое. Так, повеселили вы меня. Смотрим, в каких энергиях вы находитесь. И сразу у нас идет обман. Много обмана было в вашей жизни. Ух ты ж, ёшкин кот, а что ж такое? Что ж такая печалька? У вас в жизни был такой этап, у кого-то он сейчас, может быть, продлевается, ну, вернее, продолжается, да, потому что общий расклад. Это такой этап, который вы, ну, довольно с трудом вот переносите, либо же переносили. Слишком много лжи, обмана было, слишком много тайн в вашей жизни. С чем и с кем это было? Божечки, да что ж такое? С женщиной связано, это конец отношений. Это конец вашей истории любви. Это женщина, с которой когда-то вам было хорошо, надежно и комфортно. Причем здесь точка поставлена окончательно бесповоротно. Здесь обратной дороги нет 100%. Вы для себя это решили. Тяжело очень давалось вам это решение, потому что у кого-то вот дети, да, у кого-то дети однозначно есть. Очень тяжело было расставаться с детьми. Ну, в каком плане расставаться? Даже если вы сейчас видитесь, ну, ведь одно дело каждый день видеть ребенка, а другое дело там по выходным, либо же там 3 раза в неделю, да, но это немножко не то общение. Очень такой болезненный период, который вы, ну, реально, ну, переживали, либо переживаете с большим-большим трудом, с большими потерями, с большими, причем и психическими, и психологическими, и физиологическими проблемами. Это и проблемы со здоровьем, это проблемы с психикой, это разные неврозы, да, вот диагнозы я ставить не буду, потому что их очень много. Ну, это такое, знаете, врагу не пожелаешь. Но вы для себя решили, что новый жизненный этап начнется, это однозначно, именно с того момента, когда вы захлопнули за собой дверь, так скажем, да, дверь в прошлую жизнь. Даже если вот у кого, смотрите, я думаю, может проигрываться такой момент, что у кого-то ваша бывшая там пыталась на кривой козе подъехать, чтобы каким-то образом там помириться, да, вот как-то прощупать, да, вот почву, как вы себя чувствуете, в каком вы настроении, может быть, попробовать склеить эту чашку. Нет, даже если был такой момент, я думаю, вы жестко, ну, либо же отшили ее, либо же жестко ответили, что все, назад дороги нет, оставь меня в покое, ну, в таком вот духе. Это были, знаете, моменты каких-то самоограничений, когда вы, может быть, даже никуда не ходили. Это могли быть даже взятые больничные быть, да, кто-то из вас попал на больничную койку. Это было уединение, осознанное уединение. Кто-то сейчас находится в таком состоянии. Это были моменты, когда вам не хотелось общаться ни с друзьями, ни с родственниками, вообще ни с кем. Это были моменты, когда вам казалось, что вот у вас просто сносит крышу, что вы больше не можете вот терпеть это напряжение, этот кошмар, этот адский ад. Это были моменты, когда вы, будучи сильными мужчинами, вы понимали, что вас сломали, морально вас сломали. Вот женщина вас сломала той ситуации, которая произошла. Не буду сильно углубляться в эти моменты, ну то есть, но это трэш, это просто трэш, то, что вы пережили, либо же кто-то сейчас находится в таком состоянии. Смотрите, вот если бы это была какая-то другая ситуация, когда вы поссорились с кем-то другим, без проблем, вы бы помирились, да, вы такой очень мирный человек, вы терпеть не можете конфликты.
Но вот то, что касается бывшей, здесь однозначно, здесь назад дороги нет, здесь никакого примирения. Причем, смотрите, вот опять же показывает, что если она хотела у кого из вас помириться, только из-за денежек. Вот пентаклики ваши любимые. Вот денежки. Вот примирение. Да, вот примирение ради денег. Но вы ее отшили. Вы отшили просто ее. Ну, либо отошьете, да, если у кого-то проиграется это в будущем. Вы человек довольно страстный. Вы любите, довольно сильно любите интим. Причем я это говорю в таком ключе, что здесь у некоторых могут проигрываться, казалось бы, вот мнительные проблемы с этим. Я сейчас говорю о тех мужчинах, не в обиду абсолютно говорю, которые могут считать, вот, что уже все там, да, уже как-то не особо работают аппараты, не очень получится, не очень хочется, да, я вам скажу, ребят, поскольку вы пережили, либо же сейчас тем более переживаете такую сложнейшую психотравму, это абсолютно нормально, что ваши там бобики не работают, что жезлы уже упали нафиг. Это абсолютно временный такой период, потому что когда у человека вот такой депрессняк, ну извините, ну никакой бобик из будки не выбежит. Это физиологические процессы, это совершенно нормально. Это не значит, что это импотенция, там какие-то расстройства потенции и так далее. Нет, это ваше нервно-психологическое состояние, либо же нервно-психическое. У всех это будет по-разному. Все у вас будет работать, как только вот появится новая женщина, или же даже до появления новой женщины вы увидите, что ну, у вас изменения. Вот как только начнет в лучшую сторону изменяться ваше такое эмоциональное, психоэмоциональное состояние, ваши бобики зашевелятся. Я сейчас говорю абсолютно серьезно, без шуток. Говорю именно о тех, кто сейчас вот в таком очень напряженном состоянии находится, и у кого там уже, ну, как бы не работает, не фурычит, ничего, ну, казалось бы, не фурычит, да. Это все очень мнимое, так? Я думаю, вы меня услышали и поняли. Поэтому не расстраивайтесь, там нет... Господи, ух ты, какая у нас авария, кто-то ко мне спешит. Поэтому это абсолютно надуманные вот эти ваши такие тараканчики. Ничего там страшного нет, это просто ваше состояние, да, бывает, ну смотрите, даже, к примеру, даже у нормального любого человека, да, когда просто человек там на работе устанет, да, вот кирпичи таскал целый день, допустим, к вечеру ты приходишь без задних ног, тебе уже не до бобиков, ничего, тебе хочется упасть и просто там, я не знаю, мертвецким сном уснуть, чтобы тебя никто не трогал. То, естественно, там не захочется ничего. А здесь просто немножко другое. Не хочется просто потому, что у вас состояние совершенно не романтичное. Ну, я надеюсь, я так на пальцах рассказала, уже так, думаю, и первоклассник поймет. Далее смотрим. Какая же дамочка пришла к нам сегодня на расклад, да? Здесь абсолютно, посмотрите, но это трэш. Сегодня какой-то такой расклад, вы посмотрите, карты одна хуже другой прям выпадают. Отшельничество, да, вот отшельничество абсолютное. Вот женщин вообще на горизонте вот не было какой-то период. И сейчас может не быть ни у кого, да. Но опять же, это общий расклад. Я говорю о серьезных отношениях. Это такая ситуация, когда хочется реально уединиться, когда вообще апатия. Здесь не до женщин, ничего. Хотя, в принципе, по своей природе вы очень семейный человек. Это в общем я вот описываю, да, какой вы. Вы на самом деле семейный до мозга кости. Просто вот период не очень хороший. Либо был, либо сейчас, у кого как. Так. Смотрите, какая дама к нам пришла на расклад. Дама, которую вы когда-то считали своей судьбой. Эту женщину вы когда-то обоготворили, но сейчас вот она находится на расстоянии. Вы ее не хотите ни видеть, ни слышать, ничего. Она может периодически появляться в вашей жизни. Она может, ну, знаете, вот бередить ваши душевные раны вот именно своим появлением. Любое ее появление в вашей жизни сейчас отдается вам очень болезненным эхом. Даже какой-то безобидный звонок, безобидная смс, даже общение по поводу ребенка.
Это все настолько вам больно, настолько неприятно, особенно те, кто недавно разошлись. Это такие, знаете, моменты, когда, ну вот сыпят соль на рану, когда вот, знаете, кажется, каким-то, не знаю, палкой ковырять в ране, да, вот. Это такие болезненные ощущения, когда ты понимаешь, что вот ты смотришь на этого человека, да, вот, ну, либо же там переписываешься, ты понимаешь, что, ну, как же так, когда-то ты любил, боготворил эту женщину, а теперь у тебя к ней отвращение, да, а теперь она тебе только боль доставляет и ничего, кроме боли. То есть любые ее проявления для вас это очень сложно, сложно морально, тяжело. Вы когда-то ее считали своей судьбой, да, вам хотелось жить с ней долго и счастливо, вы надеялись, по крайней мере, на это, потому что вы искренне любили, потому что вы дорожили, вы очень сильно, может быть, даже, ну, как-то тормозили, останавливали, но не торопили период даже разрыва, потому что вы боялись потерять ее. Вы много чего терпели. Вы занимались самообманом с этой женщиной. Она вам, почему вот и карта у нас такая негативная, настолько грязи привнесла и боли в вашу жизнь, что вы теперь хотите просто как кошмарный сон ее забыть. Она очень активная, да, она хороша собой, она довольно неплохо выглядит, она может, боже, да что ж за карты сегодня такие, вы посмотрите, что творится. Она может следить за собой, да, хорошо одеваться, ну то есть она абсолютно не замухрышка, вот внешне фигура может быть у нее хорошая, да, то есть она может в спортзал ходить, там, опять же, у кого как проиграется. Но эта женщина, вот она, во-первых, она то ли сама делает, то ли ходит куда-то, однозначно занимается черной магией. Вот глядя на расклад, вы не представляете, какая негативная энергетика идет. Это просто чувствуется. Я не скажу, что она прям ведьмачка, да. Опять же, здесь проиграется у всех по-разному. У кого-то она сама владеть может, у кого-то проиграется, что она ходит, но то, что она, вы посмотрите, какие у нас карты, да, она однозначно чем-то таким занимается, либо ходит. Многие проблемы в вашей жизни, которые она сотворила, так назовем, они у вас как бы эхом сейчас отзываются. Я вам скажу такую вещь ужасную, что может даже проиграться, а вы мне напишите сейчас в комментариях. После ее какого-то вот колдовства, не колдовства, как угодно, да, вот после ее таких магических ритуалов каких-то, у кого-то из вас проиграется, что здоровье ухудшилось. Может проиграться, что что-то вот пошло по финансам, с бизнесом, там, с делами, с работой, да, ну вот жопонька настала именно в деятельности, в работе, в финансах. Здесь такой момент, когда это было сделано просто вот, ну, по зловредности, что ли, да. Здесь может опять же быть вот такой талант в кавычках не только у нее, а у ее матери, у ее бабушки, да. Это как будто вот по наследству передается по родовой линии. Вот именно владение эзотерикой, магией, да, вот ясновидение, может быть, экстрасенсорика. Вы это могли, либо же даже сейчас, вот если общаетесь, могли это ощущать именно на себе, ощущать именно, знаете, вот как раз энергетически, что она чем-то владеет. Может даже проигрываться, что она сама имеет очень тяжелую энергетику. Это того плана люди, с которыми вот общаешься, да, вроде бы просто разговариваешь, но ты чувствуешь себя как будто давит, да, тебе настолько неприятно общаться с этим человеком, тебе хочется поскорее уйти, сбежать от нее, да, вот напишите в комментариях, были какие-то вот такие симптомы, знаки, да, вот, потому что, ну, что-то такое негативное от нее исходит, даже от расклада. Давайте-ка посмотрим, почему же она снова проявится у вас на горизонте, да? Что же будет? На горизонте она-то должна появиться. Появится она злюкой. Ох, и злюкой появится. Ну,
снова со своими какими-то тайнами, со своими какими-то магическими ритуалами, она не останавливается. Вот она абсолютно перед магией не останавливается. Она по поводу и без повода вот использует сама это, либо же ходит к кому-то. Смотрите, она очень не хочет, чтобы вы устроили свою личную жизнь. Я просто сейчас предостерегаю, да? Она может появиться, причем появиться очень плотно тогда, когда у вас появится новая женщина, новые отношения, именно серьезные отношения, любовь. Именно женщина, которую вы полюбите. Не просто какая-то там однодневочка. Она ужасно не хочет, чтобы у вас была новая любовь. Она будет делать все. Посмотрите, и маг у нас. Ну, здесь она и ходить может, да. Она, смотрите, она будет делать все, чтобы любыми путями разбить вашу личную жизнь, ваши новые отношения. Здесь может быть ситуация, когда она с помощью магии реально уложит в постель, ну в постель по болезни вас. Будьте очень осторожны, будьте бдительны, особенно вот когда у вас появятся новые отношения. Она может к вам подлезть еще, смотрите, ну, я бы не рекомендовала что-либо брать у нее. Ни деньги, ну, никакие предметы, ничего у нее не берите, да и лучше в дом к себе не пускайте. Хотя, в принципе, ритуалов очень много, она, если захочет, конечно, и по фотографии может сделать. Но хотя бы хоть немножечко себя предостеречь, лучше не берите никакие вещи, не кушайте, не пейте у нее, да. Ну, или же, если вы у нее там что-то пьете, ну, тоже кофе, чай, допустим, пусть она его сделает при вас. Вот чтобы ни на секунду вы не отвлекались. Вот вы четко смотрите в чашку, что она вам льет, что она делает, что она там сыпет вам, да. Чтобы никакого такого магического воздействия не было, никакого заклятия, проклятия, никакого подливания через жидкость довольно легко сделать вот эти все магические моменты. Поэтому будьте бдительны. Она появится в вашей жизни еще, знаете, для чего? Она попытается что-то захочет выбороть. Бороться за что-то она будет, что она хочет, что ей надо. Здесь может как-то связано быть то ли с дележкой, я не знаю, может быть, квартиры, может быть, машины, там еще что-то, деньги. Здесь она будет за какую-то справедливость бороться, чтобы по-честному, может быть, разделили, либо же еще будут манипуляции ребенком. Вот через ребенка это точно она будет как-то то ли подсылать, подговаривать, да. Она может подговорить ребенка, что вот если папа, ну, в таком духе, что если вы что-то не сделаете, да, то ребенка она вам не даст. Либо же еще реже вы будете его видеть. Ну, то есть это будут такие манипуляции с помощью ребенка. Вот она в вашей жизни как появится, так это еще добавление негатива. Вот знаете, у меня такое ощущение, но это сплошной ходячий негатив. Помимо того, что от расклада, ну, я не знаю, я не помню, давно такого у меня не было, чтобы настолько неприятный, негативный какой-то шел такой расклад. Но, с другой стороны, это хорошо, что мы его с вами сделали, что мы посмотрели, и предупрежден, значит вооружен. Очень будьте осторожны, потому что она к вам может подлезть именно как-то, знаете, то ли это по-хитрому. Она вроде бы как по-хорошему еще может подлезть. Опять же, варианты будут у всех разные. Она может о чем-то просить вас, да? Она может прикинуться такая вся белая, пушистая, чтобы войти в доверие к вам, да, чтобы вот даже может с примирением подлезть. Может и такое быть. Поэтому будьте бдительны. У вас даже появится вот сомнение, а правда ли она хочет помириться, а правда ли она там поменялась, допустим, изменилась, да. То есть она это так по-хитрому, по-умному все обставит, что у вас реально закрадутся сомнения. Но лучше не ведитесь на это. Вот не ведитесь. Вот не ведитесь. Знаете, вот это ее такая идея, причем эта идея подсказанная, ну, я думаю, это то ли подружки, может быть, сестры у кого-то, там мама вот подсказала, чтобы подлезть к вам.
подлезть, плюс еще денежки нужны будут. Помимо того, смотрите, помимо того, что нужно будет поровну поделить там то, что вы не доделили, плюс еще и понадобятся денежки. Вот поэтому она к вам подлезет. Это будет такая очень изощренная ситуация. Это будет такая ситуация, когда вы даже, ну, я думаю, даже мысли не возьмете в голову, что она что-то задумала. Это будет настолько по-доброму, по-хорошему. Вы реально засомневаетесь. А может быть и правда там что-то такое у нее случилось, да, может быть она и правда хочет помириться, вот опять же, у кого как проиграется. То есть будьте бдительны, обман стопроцентный, обман именно через манипуляцию. И не забываем, вот, что через детей еще может быть. Поэтому, смотрите, информации много, да. Ну, я думаю, кто не запомнил, может еще раз расклад прослушать. Смотрите, манипуляции детьми, да, манипуляции каким-то имуществом плюс деньги. Это такие основные ее хотелки. Ну и само собой, конечно, она хочет разрушить ваши будущие отношения, вот которые у вас будут. Она вообще не хочет, чтобы у вас кто-либо был. Вот не доставайся же ты никому, вот в таком плане. Поэтому будьте бдительны. Я думаю, вы умные мальчики. Вы все сделаете правильно, да, вы не поведетесь на ее все уловки, и все у вас будет хорошо. Чего я вам всем желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!